Здравствуйте, я Людмила Корнеева. В фильме «Банши Инишерина» герои находятся в ситуации расставания, в крайне сложных обстоятельствах разрыва дружеских отношений. Но очень похожие проблемы возникают у людей тогда, когда исчезает взаимность любви, разрываются любовные отношения или даже распадается семья. Как быть, если закончилась любовь или дружба? Если разлюбили? Разлюбили вы или разлюбили вас? Почему такое случается? Как выйти из ситуации расставания достойно, без угроз, шантажа, потери смысла жизни и потери пальцев, как у героев фильма? Чем заполнить образовавшуюся пустоту? Обо всем этом фильм «Банши Инишерина» вынуждает задуматься и многое подсказывает, если смотреть его внимательно и вдумчиво. Абсолютно житейская история. Один человек хочет разорвать отношения, а второй оказывается к такому повороту событий не готов и сопротивляется. Режиссер и сценарист фильма «Банши Инишерина» Мартин Макдона в одном из интервью признался в использовании в сценарии личных мотивов. Он говорит, что задумал эту историю в то время, когда сам переживал расставание. Далее цитата. «Я написал это, когда переживал расставание, и я хотел честно посмотреть на него с разных точек зрения. Это было то, чего я пытался добиться – быть равным для обеих сторон. Я думаю, все мы хоть однажды находились и с той, и с другой стороны этого уравнения. Есть что-то ужасное и в том, и другом положении. Знать, что тебе придется с кем-то расстаться – это тоже просто чудовищно. Я даже не знаю, что хуже». Стало быть, фильм о расставании. И в этом его особенная ценность и поучительность для зрителя. Мы знаем много сюжетов о зарождении любви или дружбы, о том, как они проходят испытания. Намного реже нам показывают расставание, его причины и последствия. А это ведь тоже очень важный жизненный опыт, умение, требующее от обоих выдержки и силы духа и особой мудрости. Внешняя событийная канва фильма сводится к тому, что один из двух друзей, Колм, внезапно для другого, для Патрика, хочет прекратить их дружбу и общение. Патрик не может понять, как так может быть, что еще вчера он Колму нравился, а сегодня уже нет. В предыдущих видеоэссе я рассказывала уже и о культурно-исторической подоплеке событий фильма, и о возможности их символической интерпретации. В этом же видеоэссе в центре внимания вопрос, почему не хочет больше дружить Колм и почему Патрик, напротив, хочет сохранить их отношения. В чем ошибка каждого из них и как негативный опыт киногероев может помочь нам в нашей реальной жизни. Иными словами, чему именно фильм «Банши Инишерина» может нас научить. Итак, один из двух друзей, Колм, задумывается о смысле жизни и ее быстротечности и чувствует, что Патрик мешает ему в самореализации. По такой же причине, кстати, во время так называемого кризиса среднего возраста порой распадаются и семейные отношения. Хотя, конечно же, формат благополучных семейных отношений может быть гораздо более разнообразным, чем отношения дружеские. Об одном из таких неожиданных и редких для европейской культуры вариантов благополучной семьи я рассказывала в видеоэссе о полигамных отношениях в фильме Ингмара Бергмана «Фанни и Александр». Так почему же Патрик мешает Колму? Как мы помним, окружающие называют Патрика добряком. Многие зрители, возможно, проникаются даже сочувствием к неожиданно брошенному другом герою фильма. Но действительно ли добр Патрик? Чем на самом деле является так называемая доброта Патрика? Многие прежде всего могут вспомнить отношение Патрика к маленькой ослице Дженни. Он явно привязан к ней. За обедом с сестрой Патрик заступается за Дженни, которая пытается зайти в дом. Ей просто нужна компания. Патрик понимает Дженни, ведь и ему нужна компания. Но только вот убирать за осликом в доме приходится не Патрику, а его сестре Шивон. То есть добр Патрик в этой ситуации явно за чужой счет. В другой раз Патрик еще более откровенен и говорит: «Я не выгоню осла из дома, когда мне грустно».
То есть ослица Дженни нужна Патрику для заполнения его собственных потребностей в общении, эмоциях. И ничего плохого в этом нет, в общем-то. Люди часто используют домашних животных для заполнения собственных эмоциональных потребностей и добросовестно платят своему питомцу заботой. Каждый из нас нуждается в общении, эмоциях, внимании. Это естественные потребности каждого человека. Вот только Патрик крайне эгоистичен и берет чужое внимание, время, заботу без взаимного собственного внимания к другому человеку, его делам и потребностям. Фактически Патрик и Колма, и свою сестру Шивон использует так же, как ослицу Дженни, не особо заботясь об их потребностях, интересах и желаниях. Патрик говорит Колму, что нельзя бросать людей ради искусства, нельзя ради искусства переставать быть милым, добрым. А откуда он это знает? А самому Патрику приходилось делать такой выбор. Вот будь у самого Патрика страстное увлечение, например, вырезал бы он какие-то статуи из камней острова Инишерина, устанавливал бы эти каменные изваяния на века. А Колм, напротив, приглашал бы его ежедневно проводить время вдвоем в пабе в разговорах за пинтой пива. Рассказывал бы по 2 часа о том, сколько блох ему удалось выловить вчера вечером у своей собаки. Вот тогда Патрик тоже сказал бы, что нельзя бросать человека ради искусства. Забросил ли бы он свои каменные изваяния ради Колма? На месте искусства может быть и любое другое занятие, наука, например, или любая другая увлекательная работа. Вообще подобная фраза «нельзя бросать человека ради дела, ради творчества», как правило, звучит именно от оставленного человека. Обычно от того, у кого нет и не предвидится никакого собственного дела, собственного занятия, личного смысла жизни. И не имея собственного дела, собственного важного для себя же занятия, работы, увлечения, миссии в жизни, человек порой начинает использовать другого человека для заполнения собственной пустоты. Хочет быть для кого-то другого важным центром мира, приобретая таким образом кажущуюся собственную значимость и эмоциональный комфорт. Патрик на самом деле не добр, а инфантилен. Не случайно, рассуждая о доброте, Патрик приводит в пример именно своих родителей и старшую сестру Шивон. Он говорит, что вот его мать была добра, отец был добр, его сестра Шивон добра, и это, мол, важнее, чем музыка Колма. Для Патрика это действительно важнее. Он вспоминает людей, которые о нем заботились всю его жизнь, поскольку это родители и старшая сестра. Но Колм не отец Патрику. Он не обязан безоговорочно любить Патрика и, безусловно, тратить на него свое время. Только родители могут и должны любить своего ребенка именно безоговорочно и безусловно, не глядя на его человеческие качества, всякого рода особенности и поведения. Эта безусловность – свойство именно родительской любви. Все же другие люди обычно относятся к человеку соответственно его человеческим качествам, достижениям, поступкам и соответственно тем или иным собственным жизненным ситуациям. Любая другая любовь, кроме родительской, не может являться долгом или моральной обязанностью. Но Патрик требует от Колма именно безусловного внимания и симпатии, безусловной дружеской любви к себе, требует самого ценного для Колма – его жизненного времени. Кстати, в конце фильма Патрик будет претендовать и на то, чтобы сестра Шивон фактически отказалась от своей жизни ради заботы о нем, Патрике. Когда якобы добряк Патрик не получает от Колма желаемого, то открывается с очень неожиданной стороны. Инфантильный, неповзрослевший, слабо беспомощный добряк, теряя желаемое отношение, становится злым, жестоким и мстительным.
Вначале он пытается обесценить важные для Колма вещи, называя его музыку дерьмом. Затем пытается отомстить и навредить Колму, жестоко обманув приехавшего к нему музыканта. А заканчивается все поджогом дома Колма и фактически покушением на убийство. Но даже всего этого Патрику недостаточно. В финальном диалоге Патрик говорит, что все между ними было бы кончено только в том случае, если бы Колм остался в своем горящем доме. На первый взгляд может показаться, что поджогом дома и попыткой убийства Патрик действительно мстит за ослицу Дженни. Но, во-первых, прямой вины Колма в смерти животного нет. Это просто несчастный случай. В смерти Дженни, кстати, можно обвинить и самого Патрика. Как хозяин животного, именно он должен был позаботиться и предусмотреть опасную ситуацию. Однако Патрик не привык отвечать за что-либо, поэтому перекладывает вину на Колма. А во-вторых, он же и мстит скорее не за Дженни, а за себя. За то, что лишен таким образом и общества ослика теперь. За то, что теперь у него не осталось кем заполнять пустоту жизни. Инфантильные, безответственные люди действительно могут казаться добрыми и безобидными, как дети, но только до тех пор, покуда получают достаточно безусловного внимания и заботы. Но если вы попытаетесь лишить такого человека привычного комфорта, внимания и опеки, то он может превратиться в весьма мстительное и злое существо. Именно так случилось с Патриком. Почему же Патрик так тяжело переживает разрыв отношений с Колмом? Почему Колму легче отказаться от совместного досуга, чем Патрику? Потому что Колму, в отличие от Патрика, есть чем заняться. Это, кстати, одна из важнейших подсказок, которые дает нам фильм. Любые отношения, и дружба, и любовь всегда надежнее, перспективнее и безопаснее, если оба имеют и свою собственную, сугубо личную часть жизни, кроме взаимных отношений. Если бы Патрик тоже был чем-то занят или увлечен, то ему было бы намного легче пережить расставание. Если бы было чем заполнить свою жизнь, было бы чем отвлечься от неприятных, тяжелых переживаний. А кроме того, возможно, и расставание не случилось бы вовсе, если бы какое-то занятие было и у Патрика, Колму было бы интереснее с ним общаться, было бы о чем с Патриком поговорить и что обсудить. Когда человек имеет разнообразные и разносторонние интересы или высокий уровень профессионализма в чем-то, или какое-то интересное увлечение, он более интересен и другим. И тогда больше шансов, что любовь или дружба будут длиться и продолжаться, а не закончиться все так бессмысленно трагически, как у героев фильма «Банши Инишерина». Есть ли ответственность Колма во всем случившемся? Думаю, что он мог бы попытаться подсказать что-то Патрику, если уже они считались друзьями. Посоветовать, например, заняться резьбой по камню или чем-то подобным. Полагаю, простейшие каменные изваяния могли бы украсить остров Инишерин больше, чем раскрашенная китчевая скульптура Мадонны, которая несколько раз возникает в кадрах фильма. И возле каменных изваяний очень уместно звучала бы музыка Колма. Многие скажут, так для этого же нужен талант. На самом деле, кроме таланта, еще важна и сама идея. Талантливых людей намного больше, чем принято считать. В чем-то талантлив каждый. Но проблема в том, что очень многим людям просто не приходит в голову хорошая идея, или нет смелости и желания чем-то всерьез заняться, или же не хватает целеустремленности и трудолюбия. Вот и Патрик не придумал, чем занять свою жизнь, чтобы придать ей больше осмысленности. А Колм тоже ему ничего не подсказал. Интересно, что, отказываясь от общения с Патриком, Колм в пабе разговаривает с полицейским, который явно хуже Патрика. Кажется, что Патрик справедливо упрекает Колма за это общение.
Но почему же Колм разговаривает с полицейским? Видимо, потому, что тот менее значим для Колма. Полицейский не претендует на дружбу и взаимные обязательства, как Патрик. Иногда поговорить можно почти с кем угодно, а вот с кем дружить, кто может постоянно рассчитывать на твое время, это уже другое и куда важнее. Патрик ничего не хочет менять в себе и своей жизни. Он отвергает руку помощи, которую протягивает ему сестра. Наоборот, он хочет, чтобы Шивон вернулась и продолжала, как прежде, заботиться о нем. Фактически, он претендует на жизнь сестры так же, как он претендовал и на время Колма. Он хочет менять решения и чувства других людей, но не хочет меняться или что-то делать сам. Я осмелюсь предположить, что те, кто не увидит в этом фильме, в его героях, их ситуациях, поступках, словах ничего общего с собой и своей жизнью, ничего интересного и полезного для себя, это или совсем еще юные зрители, а этот недостаток быстро проходит, или те, кто прячется от реальности и не хочет принимать ответственность за свою собственную жизнь. Лучше все же учиться на чужих ошибках и своевременно. В том числе и для этого нужно смотреть такие фильмы, как «Банши» и «Нишерина». Всего доброго и до новых встреч!